Наверняка кто-нибудь хоть раз да и слышал про пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи». В этом году у них юбилей 30 лет, и в честь этого знаменательного события на подмосковном аэродроме Кубинка в субботу 15 мая состоялся авиационный праздник. Нашей команде и бродячей камере никогда еще не приходилось бывать на таких мероприятиях, поэтому надо было попробовать, и мы двинулись из Питера на рев истребительных движков, поделимся немножко своим опытом и впечатлениями. А здесь техноенот и его команда. Здравствуйте, друзья! Ночь в поезде, трансфер на Белорусский вокзал и экспресс-электричка до Кубинки. Кстати, знатоки советовали садиться в электричку не с вокзала, а проехав на метро до других станций, чтобы быть поближе к месту назначения. Но если честно, на вокзале можно спокойно сесть и, сидя, спокойненько проехать весь маршрут. Электричка экспресс стоит подороже обычной, но и идет побыстрее, без остановок. Примерно 50 минут, и вы на вокзале. И тут самое главное не перепутать, в каком направлении двигаться. Но маршрутки в нужную сторону брались просто-напросто штурмом, поэтому мы и еще несколько человек воспользовались такси за 100 рублей, которое мигом доставило нас почти к месту назначения. Небольшая очередь на вход, и так как аэродром военный, необходимо предъявлять паспорт, плюс досмотр вещей. Еду, напитки, сидушки, раскладные стульчики проносить можно, и тогда вполне реально разместиться с комфортом и наблюдать за выступлением. Кстати, насчет еды. Очереди в торговые палатки со вкусностями были очень большие, поэтому вполне логично взять с собой вкусный и, самое главное, правильный бутерброд и водичку. Тут не как на футболе, проносить разрешается. На огромной территории аэродрома расположилась сцена для концерта, сувенирные палатки, палатки с питанием. Чтобы сделать фото на память и понять размеры и мощь истребителей, рядом были установлены истребители Су и МиГ. Русские «Витязи» выступают на боевых самолетах Су-35С, а «Стрижи» на боевых самолетах МиГ-29. Кроме русских «Витязей» и «Стрижей» выступали и другие летные группы. Затем в воздух поднялась пилотажная группа «Беркуты» на боевых вертолетах Ми-28Н и показала, на что способны эти машины. «Витязи» и «Стрижи» показали фигуру высшего пилотажа «Кубинский бриллиант». Это ромб, составленный из боевых самолетов Су-35С и МиГ-29. И ни одна пилотажная группа в мире не способна летать таким строем одновременно и на таких легких и тяжелых истребителях. Затем пилотажная группа «Русские Витязи» нарисовала в небе фигуру ангел, но в этот раз он получился такой несколько страшноватый. После этого было сольное выступление одного из «Витязей» на самолете Су-35, где он зависал в воздухе, уходил в штопор, показывал все возможности этой красивой и мощной машины. Атмосфера на аэродроме теплая, дружественная, веселая. При рулежке зрители приветствовали пилотов и благодарили за полет, а пилоты махали рукой в ответ.
Через пару часов шоу закончилось, и пришло время возвращаться обратно к станции Кубинка-1. Переждав дождь с градом, можно было двинуть в обратный путь, а сделать это кроме как пешком быстрее не получится. Все те автомобили, которые были припаркованы на стоянках, газонах, лесах, создали огромную, практически не двигающуюся пробку. Ехать с комфортом можно было на шоу, но в обратный путь получается совсем наоборот. И ориентировочно, чтобы выехать от аэродрома в сторону железнодорожной станции, необходимо потратить около 2-3 часов. У нас время до железнодорожной станции пешком составило примерно час. А машины, которые были примечены для ориентира перемещения, остались далеко позади. Но такая прогулка не испортила впечатление от красочного праздника, и кое-какой опыт посещения подобных мероприятий появился. И, быть может, кто-то из наших зрителей расскажет свои секреты посещения таких авиашоу, чтобы получить максимальное удовольствие от авиационного праздника. Будем очень благодарны. А мы еще также благодарим организаторов пилотажной группы за отличный праздник и поздравляем их с юбилеем. Друзья, оставайтесь с нами и не забудьте подписаться на наш канал на YouTube, просто чтобы не пропустить что-нибудь интересненькое. А оно ведь наверняка будет. До новых встреч, друзья, товарищи!